Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, события недели с 3 по 9 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не может рассказывать о личной истории каждого из нас. Но мы допускаем альтернативные варианты развития событий, размышляем, предполагаем. И я думаю, какие-то подсказки для вас будут. Сегодня две колоды, и я взяла оракул Ленорман специально посмотреть поподробнее, вот как оракул, что нам скажет, чему нужно уделять внимание. Все-таки это карта оракула, да, или, может быть, знаете, как указывать на какую-то неизбежность, правда, что вот для нас будет в данный момент или на неделе более актуально, может быть и так. Ну вот давайте спросим, достанем одну карту, а потом традиционный расклад сделаем на колоде Таро Висконти Сфорца. Итак, что же для козерогов на неделе? А надо сказать, неделя еще может оказывать влияние транзитная Лилит, которая проходит в соединении с Венерой, хотя это был пункт встречи их 29 июня, но это событие может быть за неделю раньше и неделю позже, поэтому какие-то кармические уроки или ситуации какие-то мы должны окончательно завершить, а иногда это люди из прошлого нам могут о себе напомнить. Ну, кому интересно, можете перейти во вкладку «Сообщество», и там есть и ссылка на мой сайт, и переход к видео для всех знаков зодиака. Итак, что для козерогов? Книга. Надо сказать, по этой карте мы часто получаем деньги или преддверие получения денег. То есть какой-то вопрос мы денежный можем решить. Или мы получаем документы. Безусловно, это в значении 10 бубен, и это всегда деньги в любой колоде. Но и само напрямую значение, как книга, мы чему-то можем учиться. Для кого-то буквально вопросы, связанные с обучением. Или эти вопросы, вы меняете работу, например, вид деятельности, и тоже хотим или нет, мы что-то обучаемся чему-то. Может быть, это, знаете, как переход, я работаю на себя, и мне нужно свои навыки или какое-то ремесло или хобби переложить на то, чтобы мне это приносило доход. Вот в этом значении карта проигрывается великолепно. Смысл в чем? То, что у нас где-то в тени, знаете, в подсознании. Вот, наверное, что такое Лилит или черная луна? Это зазеркалье. Это то, что мы где-то утаиваем, никому не говорим. А здесь вот нужно в хорошем смысле тот какой-то наш план действий, может быть, или какое-то дело, которое крутится в голове, не дает покоя, и мы сами себе говорим, ну почему ты никак не можешь что-то начать, или почему ты к этому никак не можешь приступить. Так вот, самое время. Это своего рода книга жизни, когда мы, может быть, где-то оглядываясь назад, что-то переосмысляем, убираем эмоции, оставляя ситуацию как опыт, и с этим опытом идем уже вперед. Я не могу сказать, что много общения может быть на этой неделе, потому что, когда выпадает книга, это всегда где-то символика философии. Есть момент, как и уединение. Может быть, вы, мои дорогие козероги, сейчас в каком-то уединении. У кого-то это буквально проиграется, я, может быть, где-то прохожу курс лечения или на отдыхе, но это где-то от суеты вдали. Или это любое другое место. У кого-то, ну, в деревню поехал человек. Или обстоятельства. Вот есть какая-то, ну, замкнутость, ограниченность, но это не то, что нам в тягость, а это как раз приводит как и мысли в порядок, так и способствует восстановлению душевного баланса, равновесия, когда нет синкопы как таковой. Ну, давайте, у кого-то будет получение как раз долгожданных документов или денег, или решение вопроса, когда мы все равно на шаг ближе к чему-то. Вполне вероятно. Но я хочу сказать, что вот где-то наша вот эта интровертность, она может нам сослужить хорошую службу, когда мы о себе много не рассказываем, но все очень четко подмечаем, что происходит вокруг. Это само по себе благополучие, повторюсь, десятка бубен или десятка пентаклей. Как вопросы, связанные, может быть, с недвижимостью, с домом. Ну, давайте будем смотреть, что важно знать на неделе, что нам скажут карты Таро. Чего не избежать или неожиданности. Хотя по этой карте
Нам не говорят неожиданности. Хотя, может быть, мы вынуждены будем неожиданно уехать, вот словно в такую какую-то изоляцию. Чему сейчас не время? Ну, не изоляцию, абстрагироваться. Что нам будет помогать? Чему сейчас не время или что нам может помешать, такое значение. И давайте мы достанем, посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес. Вот что у нас с финансами на неделе. И личная жизнь тоже узнаем. Что важно знать, как видят карты? Ну, карта Страшного Суда, 20-й старший аркан. Это карта избавления от боли, от страданий. У кого-то может быть буквально, да, процесс какой-то оздоровления, да, когда вы уделяете сейчас внимание самому себе. Может быть, какая-то реабилитация или что-то вы делаете для себя, но с целью улучшить собственное здоровье. У кого-то это может быть и завершающий период, когда вы делаете выводы для того, чтобы необходимо их как будто сделать, немножко оглянувшись назад. Правда, для вас, мои дорогие козероги, вот на этой неделе может проигрываться вот эта черная луна еще, как уроки из прошлого. Но я не могу сказать, что это что-то со знаком минус. Нет, это когда вы действительно отстраненно можете видеть уже без эмоций, да, без переживаний ненужных, без сожалений. Ну, было и было, ну что сделаешь, мы идем вперед. И вот как раз 20-й старший аркан мы словно переворачиваем какую-то страницу нашей жизни. И вот-вот мы начнем писать уже новую историю. Заканчивается какой-то, может быть, сложный период жизни. У кого-то это может быть связано с конкретным вопросом или с каким-то жизненным эпизодом. Давайте посмотрим, чего не избежать. Ну, добрая карта именно избавление от страданий, от каких-то разочарований. Вот, наверное, когда мы переводим эмоции в опыт, нам это стоит определенных душевных сил. Ну вот и что-то подобное может быть на этой неделе. Продолжает как раз эта карта все то, что я сказала по карте книга. Чего не избежать? Мелкая карта, двойка жезлов, есть какое-то перепутье, есть развилка у кого-то, или я работаю на двух работах, вот не избежать, или я словно пытаюсь двигаться в двух направлениях, я пока не определился, а вот как раз вот это определение, вот мы об этом только что говорили, ну, выбор какой-то, может быть, мы на пороге этого выбора стоим. Для кого-то придется сидеть на двух стульях, мои дорогие, может быть, и вашим, и нашим, то есть мы пока никому ничего не заявляем о наших решениях, мы не объявляем, мы вообще о себе много не рассказываем, это правда. Еще одна карта, которая продолжает все то, что я сказала по книге. Нам, пока мы не определились словно, и мы как будто продолжаем все то, что у нас было. Нет каких-то неожиданностей по этой карте, но мы уже смотрим вперед с оптимизмом. Можем прицеливаться, намечать что-то наперед, но сказать, что мы одно бросили и схватились за что-то другое, или кому-то сказали нет, а кому-то да, то есть вот такой вот выбор, понимаете, однозначный, вот как будто нет, вот не время, ну, наверное, по крайней мере, это чего не избежать, двойственности какой-то, значит, мы продолжаем что-то пока. Чему сейчас не время? По карте это Верховная Жрица, не время. Знаете, действительно, тут нам придется продолжать участвовать, может быть, как в каких-то проектах, завершать что-то, дополню смысл. Не время обосабливаться от людей. Не время, знаете, говорить «я все знаю» и будет где-то вот так, как я считаю нужным. Или держать какую-то независимую оборону. Этому не время. Не время себя, свои взгляды вообще противопоставлять. Может быть, вы и правы, но заявлять об этом точно нет. Для вас сейчас двойка жезлов выпадает, взаимодействие с миром. Вот это намного важнее. Видимо, это не значит, что мы во всех проектах участвуем. Нет, это вам словно в виде информации может быть необходимо. Или посмотреть, как развивается ситуация для того, чтобы держать руку на пульсе, мои дорогие козероги. Но уходить буквально вот в какую-то такую обособленность, может быть, и будет желание, но нет, все равно какие-то контакты продолжаются. Несмотря на то, что нам выпадает
старший аркан 20, и где-то духовности он нам добавляет, да, то есть мы больше настроены на эту волну, но, видимо, нам придется соединять возвышенное и земное, без риска где-то застрять на этой глубине переживаний или глубокой философии. Глубокой философии точно не время. Что нам помогает? Вот что есть по факту. Еще одна карта. Вот так карты у вас ложатся, что мы раскрываем словно какую-то ситуацию. Будьте лидером. И по королю жезлов это тот лидер, который, ну, он ничего не доказывает. Он просто лидер, и все. Этим все сказано. К вам могут обращаться, кстати, люди. Поэтому где-то, если обращаются, вам может захотеться. И не хочу никого не видеть, не слышать. Мне нужно самому где-то как отдохнуть, может быть, так и привести мысли в порядок. А нет, а тут как-то люди будут именно вас словно находить, мои дорогие козероги, потому что, видимо, вы люди надежные, производите, по крайней мере, впечатление. Козерог часто от вас веет какой-то стабильностью, особенно, видимо, в наше неспокойное время. И вас воспринимать могут окружающие как человека, который может дать дельный совет, что, как мне действовать в той или иной ситуации. Вот даже за таким советом к нам могут обращаться люди. Или приносить как будто какую-то информацию, рассказывая себе. И вот когда мы собираем все то, что нам скажут, это будет какая-то для вас услышанная информация, которую в последующем вы примените к себе. И по этой карте у нас король никуда не спешит. Он сидит на троне. И к нему как будто, да, визитеры приходят. Вот что-то такое нам помогает. Ну, я утрирую, конечно, это гротеск, чтобы вы меня поняли. Он переосмысляет, и он честен сам с собой, основное значение. То есть он умеет видеть, что есть по факту, и все остальные идеи, вот какие-то творческие проекты, и кто что сказал, и где-то свои, может быть, мечты, но вот в какую-то материальную плоскость, что возможно совершить. Просчитывает буквально, исключает возможность всяческого риска и, ну, ориентируется на то, насколько долгосрочен будет тот или иной проект. Поэтому тут вы можете переоценивать любое дело, насколько это будет для меня иметь значение на какую-то перспективу. И правда, 20-й ведь аркан нам тоже говорит, что прошлое уже закончилось, все. И самое время строить планы на будущее или корректировать прежние наши цели с учетом той обстановки, которая изменилась вокруг вас. Дела, работа, бизнес. Правда, новые идеи, новые цели. У кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми, и вы можете, мои дорогие козероги, словно переживать еще одну жизнь, да, или составляющую вместе с вашим ребенком, может быть, даже достаточно взрослым. Для кого-то это какой-то проект, может быть, ваших детей, который тоже вы словно можете участвовать. Здесь может быть все что угодно, и любым образом это ваше участие может проявляться. Но это еще и ваши какие-то задумки, наметки на будущее. Есть элемент новизны по пажу жезлов. Сама по себе идея, как новость, как желание что-то изменить. Или с учетом всего, что я до этого сказала, это правда какой-то новый проект, который вы планируете для себя лично. И, знаете, вдохновение идет по этой карте, и правда возрождение, когда у нас больше душевных сил, и мы словно их копим для того, чтобы, знаете, как, ну, старт перед каким-то прыжком. Мы вот с чем-то должны словно просчитать, определиться. Может быть, мы информацию какую-то получим, когда будет необходимо сделать вот такую выкладку, как тезис-план. Но определенно есть что-то в вашей жизни, что заслуживает внимания, и вы будете где-то этим заниматься. Или какое-то дело, может быть, оформление документов у кого-то буквально в самом начале. Вы только пошли в какие-то инстанции или планируете пойти. У кого-то вопросы, увы, может проиграться, когда я вот что-то определился уже с чем-то, и я буду подавать документы в суд, я не хочу повторения какой-то прежней истории. Правда, у кого-то может даже проиграться с учетом всех карт. Итак, но тогда мы не замыкаемся, помните, если есть какой-то оппонент или какая-то противоборствующая сторона, нам все равно с ней придется продолжать контакт. Вот не замыкаемся, и вот эта двойственность, то есть мы
пытаемся буквально усидеть между двух стульев, но никому не говорим о том, что мы задумали. Финансы. 5 минут до старта, и прекрасная карта, вот двойка переходит в тройку, значит, какие-то, действительно, у кого-то как две работы, я вынужден, потому что, ну, финансовая ситуация такова, что одна какая-то работа меня не удовлетворит в финансовом эквиваленте, и как будто это совершенно необходимо для того, чтобы у кого-то, для переезда, у кого-то какой-то новый свой проект осуществить, совершенно может быть другой, отличный от тех двух, которым вы сейчас занимаетесь. И для вообще всех нас это карта стабильности, когда у нас все под контролем, если в целом мы смотрим на финансы, но мы видим свои перспективы. Нам о перспективах как раз, вот если у нас помогает король, мы говорим, жезлов, присел обдумать, да, что-то просчитать, а здесь уже где-то преддверие начала чего-то нового, и уже по тройке жезлов, пусть нам это на финансы, но, видимо, так или иначе, у кого-то даже переезд, если вы планируете, значит, ведь тоже придется что-то просчитывать, ну и в денежном варианте это ведь тоже, но здесь у нас все получится, эта карта обещает какой-то продолжительный успех на такой хороший период времени в будущем, но и контроль вашей ситуации на данный момент тоже. Что у нас в личной жизни? Здесь будет двояко. Вы знаете, эта карта в разных колодах немножко по-разному читается. Вообще тройка кубков может для кого-то означать как праздник. Может быть и правда есть повод для того, чтобы в вашей семье встретиться, посидеть за одним столом или что-то вспомнить. Но для кого-то и может проиграться в личной жизни как третий лишний. Или, может быть, и не третий, но сама по себе помеха, которая должна быть устранена. Вот такое значение в этой колоде. Почему очень, да, красноречиво. Два кубка стоят, один как будто перевернут. Вот мы какую-то историю с учетом карты книги как будто должны закрыть. И не должно, и с учетом, кстати, 20-го аркана. Все то, что я сказала. И знаете, не обязательно это. У кого-то, конечно, личная жизнь напрямую проигрывается. Что вот есть какая-то помеха, которую я должен устранить. Не обязательно это будет касаться человека. Может быть, у кого-то даже переезда. Но вы планировали и не знали четко, в какое место я поеду. Или переезд, может быть, какую недвижимость я предпочту. Или какой вариант недвижимости я буду рассматривать. Вот здесь от чего-то мы можем отказаться. Но эта карта еще и нам говорит о том, что уделить внимание, наверное, своей какой-то душевной организации нам определенно придется. Уделить внимание самим себе, мои дорогие козероги. Потому что по этой карте как будто от наших правильных мыслей будет зависеть в целом наш душевный настрой. Почему-то это важно. И не важно, чем мы тут занимаемся, но восстановить, видимо, перед каким-то стартом, нам говорят уже о возрождении. И вот где-то этот смысл проходит по тройке кубков в этой колоде. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.